Так, это у нас европейский Volkswagen. Да. Чуть так мало напряжения. Хз. Тут просто чем дольше на нем ездишь, с утра 14.3, 14.2, 14.4 бывает, вот так. Потом вот, чем дольше вот на нем ездишь, и он со временем начинает падать. Хотя чувак мне поставил сюда не 90 ампер часов, как у меня было, а 120. Ну, генератор. Но И я до сих пор никак не разберусь с этой зарядкой, что тут вообще происходит. По форумам там почитался, это самое, говорят, что типа нужно снимать эту приборку и там чистить все контакты, которые только можно. Потому что они как-то завели хитро через приборку, ну, возбуждение генератора. Мне сам этот возбуждение менял парнишка. Вроде было нормально. Но потом я опять покатался. года какого? 98-го. О, а тут сейчас он обороты сам туда-сюда. Потому что она без вина не успокоится. В смысле, ее стукнуть надо? Это у тебя же Volkswagen. Да. Ты четвертый. Остановись, дай вин. Что-то он выделывается, не хочет по-нормальному. Вот, тут обороты то нормальные, то он начинает забрасывать, типа он там как этот... Типа как он прогревается. Вот, а в последнее время стало то, что задняя в коробке нормально включается, вот когда там с утра машину это самое. Угу. Давайте паспорт. Сейчас. Вот. А передняя нифига. Передняя только там с 3,5, с 4000 оборотов. И то я только включаю ее только на первую, вот на эту, на сервисную, или как она там называется. Так, тут все повылетало нахер. Что-то какая-то вот, ну, бляха-муха. Не ругайся. Так хорошо было. Все. Похож. Сейчас, говорят, какие-то новые паспорта вводят для людей. Паспорта? Ну да, типа ID-карта, какая-то хрень новая. Ну, к чипизации уже, наверное, готовят. Но Не в пошли Европе есть, я понимаю, что там это Не делают. пошли бы они вообще это самое. Я не могу понять, нафига оно здесь у нас. Ну как нафига? С закрытыми границами, тем более. Корова сколько дает молока, куда ходит, сколько раз дышит, сколько раз пукнет, сколько тратит. Если они и это заведут, как бы, ну, на все вот это вот. То есть можешь себе представить тотальное там это. Вообще. Ну да, на сколько митингов сходил, сколько раз. Ну, это уже там. Они ж не зря показали китайскую эту программу, которая распознает лица. Ну, им-то там надо, потому что, блин, такое количество народа, их как-то, с ними надо что-то держать их в этом. О, у тебя и по мотору 3 ошибковки. Поползли пока за маслом, заодно все проверю. Вот поползли, это точно. Потому что, скорее всего, как один там сказал, говорит, тут есть какой-то этот плунжер линейного ускорения, помимо всего прочего. И он западает, потому что как только вот сразу с первой стронулся, потом вроде бы нормально. Но потом, как только напряжение начинает падать, она не переключает, вот начинаешь трогаться, она с первой передачи дальше не переключает. Все, хоть ты тресни. Так я вот и хочу посмотреть уровень масла, потому что, ну, чувствуется, что не хватает. Ну, как бы по мотору у тебя вон 3 ошибки уже вылезло, по коробке 2. Ну, какая? Какая? Дык, елы-палы. Зато с тормозами ошибок нету. О, у тебя подушки загорелись. Да ладно, это у меня система проверяла. Они у меня есть? О, лампочка горит. Ну да, даже одна ошибка какая-то появилась. Зара, позырим. Я уже, блядь, такой на измену сел. Думаю, ёпарасоте, нахер. Надо механику вставлять и пошли это самое. И дергаться вот это вот. Думаю, как вспомню, думаю, Не знаю, мне всегда механика коробка больше нравилась. Все понятно, все просто, без всякой этой... Машине нельзя позволять думать за тебя. Дело в том, что когда у меня первый раз я поменял вот этот вот тросик,
сцепление. Мгм. А он с этим, как-то с автонатяжением. Первый тросик был нормально, но так еще, но он все равно чувствовал, что он жестковато. Мгм. Так, вот, я переключила. Она испугалась. Вот, переключила. Вот, а потом, когда он лопнул, и я его поменял на какой-то там. Это на левой ноге должен быть не бицепс, трицепс, там и все остальные мышцы, а все. То есть его нажимаешь, как будто, я не знаю, тут с рычагом, наверное, каким-то надо. Я уже его и смазывал. И это самое. Я тебе говорю, и там узнавайте пацанов, говорю, нормальные вообще есть эти самые. Это нормально. Я говорю, охренеть нормально. Я тебе говорю, серьезно, когда день вот так вот покатаешься, Мгм. и так, чтобы его там это, думаю, Зато экономия, на зал ходить не надо. нажал. Особенно в час пик вот так вот в пробках постоишь, понажимаешь. Или там около цирка, когда там подъемчик вот этот. Все время так. Да-да-да-да-да-да. Особенно возле Да-да-да-да-да-да. Динамо, возле роддома, там, где подъем. Да, вот там вот, точно. Ну, там еще там как бы более-менее. Ну и там, это улица Ленина, по-моему. Вот, а так получается, что он сильно перебуксовывал. То есть мне нужно, чтобы в таком режиме разгоняться, мне нужно было 3-200 оборотов ему как бы дать. О, нехило. Ну, блядь, у меня расход 20 литров, блядь, по сути. Ну так что ты хочешь, автомат, город, зима. Не, он, когда я вот еле-еле нажимаешь, вовремя там все это делаешь, я вкладывался в 15. Вот реально причем. Да, вообще экономия, 5 литров. Но, а когда вот так вот она вот сама себе, я такой думаю, надо пластырем заклеить. И по километражу. На 20 рублей, там, до 25 рублей залил. 80 О. километров прокатал. Так, начнем с подушек с твоих безопасности. Что, они есть? Сейчас скажу. Главное, когда приедешь туда, не глуши ее. Напряжение или питание? Ты прикинь, аккумулятор снимал, только из-за этого ошибка по подушкам. А так у тебя с ними все нормально. Адаптацию не будем делать, а то сейчас отработает у тебя. А что ты поехал дальше? А куда? А вон тут. Ну ладно, проскочил. Ты как те? А, там под мост же надо было уйти справа. Там. Ладно, проехал и проехал. Так мы куда? За маслом? За маслом. Ну сейчас уезжай наверх. Куда ты? Так в Лошицу? Зачем здесь возле дома прямо? А где там? Здрасте. Короче, у тебя все корректно с подушками. И даже говорит, что сидит кто-то на пассажирском сиденье. Да? Хони его отсюда. Короче, по подушкам у тебя все норм. И вот она как-то вот с надрывом работает, как будто вот он там то ли не переключает, то ли ему давление мало, то ли уровень масла маленький. Сейчас посмотрим. Вообще тут возле дома рядом масло, тоже хада есть контора. Поехали. Но разворачиваться уже надо. Ну так сейчас. Я почему и говорю, чтобы ты не это самое. О, у тебя Siemens мозги. А, бля. У меня Siemens по жизни, бля. Датчик температуры охлаждающей жидкости. Датчик недостоверный сигнал. И с лямбды не было сигнала у тебя. Она у тебя жрать должна, а не в себя. Блядь, Siemens. Ай. Блядь, где ж я так накосячил-то, блин? Сейчас посмотрим, что у тебя там. Зачем и почему по мозгам. Так. Ну. Блин, а я туда заехал или не Да, туда? сейчас налево, потом и Я налево. понимаю, полосу я правильно занял? А прикол, слышишь? У тебя 14 вольт, у тебя здесь где-то врет. Да? Да, у тебя нормальный Ах ты, генератор. сука. У тебя, скорее всего, взяли с какого-то не того места просто сигнал этот. Ну, напряжение, потому что у тебя вон 13,9 сейчас нормально. Ну, 13,6 провал был. Ну-ка, подожди, а с 14. ближним светом. Ну, 14, 13, 13,73. Все нормально у тебя. А ну куда я этим пощелкал? Ну, вот провал был, опять поднялось. 13,8, 13,7, 13,8. Ну так еще больше, нормально. Ну, так нормально у тебя, короче, с этим. У тебя просто не оттуда взяли напряжение. Хулиган.
Ну. Тестеры не там подрубили. Надо его на аккумулятор сразу посадить. Да, это будет более правильно. Или на замок зажигания. Но она у тебя показывает еще, что у тебя 40 вольт. Ой, 40 градусов температура мотора. В рот, наверное. Обломался там где-нибудь. Сейчас он тебе покажет, кто урод, а кто не урод. Поэтому он и пытается забросить обороты, чтобы типа нагреться. Ну, типа, да. Мы сейчас еще в Карабасю заглянем, посмотрим, что там творится. Блядь, понимаешь, как можно вот вести здоровый образ жизни? Вот, блядь, как? Ща, что-то не дает. А, 118, 120 канал. Блин, Где да, он я там залез. стоит? Где он там стоит? Интересно. Как я туда высоко так заскочил. Вот можешь, когда захочешь. Прикольно техосмотр проходил. Все работает. Ручник работает. Задний это самое работает. Омыватель задний работает. Все. Угу. Ну я там неправильно стал доставать, поставил тут свет родной хреновый. Потом посмотрел, что народ это самое ставит через релюхи прямо от аккумулятора, и тогда напряжение нормальное, может и у меня тоже самая херня. Надо померить. Так, блин. Что-то я не могу понять, как мне сейчас выйти. Я сейчас перезайду. Нам осталось посмотреть еще, что в коробке у тебя творится. Ну, вин уже, благо, вводить не надо. Да я его и запомнил. Вот, а тут как-то было глюкануло. Тут же есть датчик входной и выходной скорости. Угу. И что-то типа глюкануло 2. Я там подъезжал по знакомству к парнишке. Он говорит, ну, вообще бывает или 1, или 2, 2 не бывает. Нет, есть и входной, и выходной. Потом, Это на коробке она у тебя смотрит, как этот самый. потом передает. сбросил. Я так покатался, говорю, все нормально. Дали трошку левее. Наверх заезжать. Не-не-не-не-не. Сейчас под мост. Прямо, да, под мост. Так, читаем, что у нас по ошибкам. Нафиг ты мне тут 13,4 вольта показываешь? Что ты меня пугаешь? То он тебя вводит в заблуждение. Да Так, вообще. контроль включения передач, недостоверный сигнал. Муфта блокировки гидротрансформатора. Вот что у тебя. Ой, бля. Механическая неисправность. Это бублику пиздец, что ли? Не ругайся матом, ну вроде того. Тут я смотрю, что ему не хватает. Вот не хватает. Так, торки, конвертер, локап, клатч. Ну да. А вроде же говорил, что он типа бублик новый покупал, ставил, как бы не установленный, а какой-то вообще новый. Что Ну, денег как нереально бы вообще вот стоит. сотрем ошибки. Ну вот, потерлась. Но она и слышно, что когда начинаешь набирать обороты, там что-то такое... Такой как дифференциал, когда из носа идет, знаешь, он гудеть начинает. Угу. Так, а тут где, куда? Налево? А там направо будет. Только не сейчас, а вот там чуть дальше. Перед мостом? А, в тот, все. Ну, так тут рядом, я же тебе говорю. Вот и все. Вот и вся диагностика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайкос. Всем пока-пока.